Дорогие друзья, приветствую вас! На связи с вами Ольга Майснер. Наша здоровая среда традиционно по средам открывает наши двери. Я рада вас всех видеть. Приветствуйте, пожалуйста, друг друга в нашем чате. Напишите, откуда вы. Наша комната наполняется. Особенно рада вот именно видеть участников в живом эфире. И именно для вас мы приготовили подарки. Сегодня для вас будет 2 подарка, 2 чек-листа с классной информацией. Я для вас подобрала тем, что вы можете дополнить свои знания, и без того, да, ценное то, что мы сегодня выдадим. Я очень рада сегодня особенно трепетно начать наш эфир. Почему? Потому что тема самая наша главная, самая любимая. Мы всегда об этой теме говорим, и мы с вами являемся профессионалами в этой теме. Мы специалисты в этих вопросах, именно в вопросах правильной воды. Мы действительно эксперты с вами, потому что вот то, о чем мы говорим, то, что мы делаем, в принципе, напрямую связано с миссией нашей компании напоить весь мир, естественно, водой. И мы с вами знаем, какая это должна быть вода, какими качествами она должна обладать, и у нас есть для этого все готовые решения. Поэтому тема такая, она, казалось бы, мы часто о ней говорим, но она всегда требует освежения, да, какого-то дополнения, чтобы мы понимали эту важность, чтобы мы понимали, что важно не только самим этим пользоваться, да, но и обязательно как можно чаще, как можно больше продвигать эту информацию, потому что это действительно ценнейшая истинная информация о здоровье, о самом ценном, что у нас есть. Итак, мы сегодня с вами будем говорить про воду, про ценность воды. Почему только мы? Такое ощущение, что только мы с вами этим занимаемся. Да? Ну, потому что мы с вами эксперты по здоровью. А то, что в общем в современном мире, вот так вот, если мы приглядимся, там больше экспертов по болезням. А наша с вами задача не допускать тех самых болезней. И многие из этих болезней можно предотвратить, просто наладив оптимальный водный режим, водный баланс. Вы, наверное, многие смотрели тот фильм, да, где поется песенка «Потому что без воды и ни туды, и ни сюды». Шутливая такая песенка, но в этой песенке говорится о явлении очень серьезном. Действительно, без воды нет жизни. И это выражение можно часто встретить в рассказах о живой природе. Вода действительно наилучший природный очиститель, и недаром на нашей планете площадь Мирового океана больше, чем совокупная площадь материков. Да, вот как планета Земля состоит на 70-80% из воды, так и мы с вами на 70-80% состоим из воды. И в каком состоянии вот эти водные ресурсы, да, соответственно, на Земле и в нашем организме, зависит в общем здоровье планеты и, соответственно, здоровье вот нашей планеты. Мы с вами как одна планета, да, отдельная, то есть микрокосмос внутри нас. Очень много всяких процессов происходит, там столько лабораторий внутри нас, и всем этим лабораториям, всем нашим клеточкам, триллионов клеточек, они нуждаются в воде. Вода на Земле непрерывно, минута за минутой, вы знаете, да, происходит круговорот воды, вода переходит из одного состояния в другое, вот совершая вот этот вот бесконечный круг очищения, и она никуда не исчезает с нашей планеты. И вот здесь в живом организме все происходит по-другому. То есть вода постепенно испаряется из легких при дыхании, а также с поверхности кожи. И если не восполнять ее запас непрерывно, то организм начнет со временем страдать от ее нехватки. Так вот, почему человек задумывается об этом, только оказавшись в сложной экстремальной ситуации? Ну, например, возьмем туриста, который
вот ходит долго, путешествует, допустим, по утомительным каким-то походам, он не берет с собой какие-то газированные напитки и не утоляет жажду чаем или кофе, да, он, скорее всего, возьмет с собой бутылку с чистой питьевой водой, то есть это понимает разумный человек. Давайте вспомним, сколько вы выпиваете в день простой воды. Ну, я вижу, у нас в зале продвинутые уже в этой теме, поэтому я думаю, у вас все в порядке. Тем не менее, напишите, вы все равно имеете в общем представление, сколько воды вы выпиваете в день. И вы, конечно же, знаете, что речь идет именно о воде. Пока вы пишете в чате, я продолжу. Вот именно не чая, не кофе, не газированных напитков и соков, а именно простой чистой питьевой воды. Ну, давайте возьмем в общем, да, простую чистую воду. Понятно, что вы пьете особую воду, мы об этом говорим, и тем не менее. Итак, пить или не пить, да, вот в чем вопрос. И несмотря на то, что вот я, казалось бы, в этой теме вот уже больше 12 лет, у меня своя личная история связана с этим вопросом, пить или не пить, да, то есть я проходила какие-то периоды в жизни, у меня были периоды, когда я не пила воду, и мне действительно есть чем сравнить, и я не хочу в то состояние уходить и вспоминать тот шквал болезней, проблем со здоровьем, когда я не пила воду. Какая это весомая разница, когда я стала пить воду, да, сколько ушло проблем, как в общем я стала себя чувствовать. То есть это великая, конечно, разница. И я рада, что эта информация так вовремя пришла вообще в мою жизнь. Вода – это основа нашего организма и основа жизни. Как я уже сказала, большинство наших клеток состоит на 70-80% из воды. Клеточки состоят, мы в целом состоим на 80% из воды. И вот эти вот клеточки, они сами постоянно находятся в межклеточной жидкости. Больше всего воды в тканях головного мозга, легких, печени, крови. И даже кости на 20% состоят из воды. Ну, казалось бы, такая общая статистика, мы часто об этом говорим, но вдумайтесь просто, сколько важного вот в этой самой статистике, да, и когда мы не допиваем, соответственно, вот эту воду для нормальной работы, недополучают жизненно важные органы. Что будет происходить, когда будет обезвожен мозг, когда будут обезвожены легкие, когда крови не будет хватать воды, чтобы очищаться от токсинов, которыми нас просто атакуют со всех сторон и с каждым днем все больше и больше, да, и через еду, и через воздух. И представьте, да, и ей не будет крови хватать и воды для того, чтобы поставлять питательные вещества в клеточки. Представьте, что будет при обезвоживании суставов. Когда мы пьем воду, организм поставляет воду сначала, в первую очередь, в жизненно важные органы, от которых зависит жизнь. И кожа получает воду в последнюю очередь, поэтому по состоянию кожи уже можно видеть, допивает человек воду или нет. Все жизненно важные биохимические процессы в организме протекают именно в жидкой среде. И состояние жидкости в организме – это кровь, лимфа, пот, моча, желчь – зависит в том числе от количества и, естественно, качества потребляемой воды. В организме непрерывно движутся потоки разнообразных жидкостей, которые взаимодействуют друг с другом. Лимфа, кровь, слюна, еще раз, желудочный сок – это все вода с растворенными в ней веществами. И дефицит жидкости негативно влияет на процессы доставки питательных веществ к клеткам, восстановления энергетических ресурсов, выведения продуктов распада и токсинов, обновления и восстановления. Организм человека – это симбиоз воды и химических элементов. Полезные соли и минералы нам нужны для нормального обмена веществ, здорового пищеварения, для нормальной работы сердца, сосудов. Минералы участвуют в формировании костной ткани, поддерживают проводимость нейронов и работу мышц, в том числе сердца, поддерживают минеральный и кислотно-щелочной баланс в организме, помогают перерабатывать пищу и восстанавливать ткани. Полнее и легче они усваиваются, эти минералы, если растворены в воде.
более подробно, да, и так вот, чтобы наверняка понимать эту ценность. Вода, еще раз, это проводник полезных веществ. Вода – это лучший растворитель и универсальный проводник, который доставляет, растворяет необходимый кислород, питательные вещества каждой клетке, каждому органу. Вода и обеспечивает также детоксикацию нашего организма, то есть вода необходима для нормального функционирования печени и почек, это вот главных естественных фильтров организма. Она является лучшим жиросжигателем, и это правда. Потребление воды помогает активнее сжигать жир. Эксперименты доказали, что всего лишь стакан воды, 1 стакан воды увеличивает скорость метаболизма на 30%, а 1 литр воды позволяет избавиться от 100 лишних калорий, друзья мои, да, особенно тех, кто все никак не может постройнеть. Посмотрите, да, помимо того, что вы переедаете и мало двигаетесь, а не допиваете ли вы воду, не увеличит ли вам водичку. Кстати, 100 калорий в день – это 3000 калорий в месяц и 36 тысяч калорий в год, что эквивалентно 5 килограммам подкожного жира без единого шага на беговой дорожке. Для ленивых очень важная информация. Далее, вода – это терморегулятор тела. Высокая теплоемкость воды смягчает влияние на организм перепадов температуры в окружающей среде. Высокая теплопроводность позволяет организму поддерживать стабильную температуру, а высокая теплота испарения важна для охлаждения организма в условиях перегрева при потоотделении. Далее, вода и здоровые суставы напрямую связаны. Вода вместе с гиалуроновой кислотой необходимый компонент синовиальной жидкости, которая является основным смазочным материалом для подвижных здоровых суставов и хрящей. Вода и красивая кожа. В коже содержится до 11% воды, имеющейся в организме. Достаточное употребление качественной питьевой воды благотворно влияет на состояние клеток кожи. Вода обеспечивает питание клеток кожи и тем самым поддерживает ее здоровое состояние, тургор, и предотвращает преждевременное старение и появление морщин. Дефицит воды вызывает, такие общие, да, симптомы: головную боль, повышенное давление, учащенное сердцебиение и дыхание, повышенный холестерин, сухость кожи, волос, ногтей, боли в суставах и формирование камней в желчном пузыре и почках. Это в общем. Друзья, если мы будем с вами говорить о вообще проблемах обезвоживания, то это будут огромные внушающие списки. И вот я вам на этом этапе хотела бы посоветовать книгу, кто еще не читал. Кто читал, поставьте плюсики, напишите «я читала» или «я читала». Известный достаточно автор с таким интересным именем и фамилией. Я подумала, когда увидела F, да, думала, наверное, какое-то простое имя, а вот нет. Имя и фамилия такие достаточно сложные, которые нужно несколько раз заучивать. Итак, автор Феридон Батмангхелидж написал книгу, он несколько книг написал о воде, о важности воды для нашего здоровья. Вот одна из его книг-бестселлеров «Ваше тело просит воды». Эта книга рассказывает о новом открытии в медицине. Хотя я бы так не сказала, потому что медицина, редко вот столкнешься с тем, чтобы врач говорил о воде, он говорит в основном: пейте там больше жидкости, либо когда отеки или что-то с почками, говорят: вам нельзя пить больше жидкости. То есть, понимаешь, когда ты понимаешь вот эти процессы, когда ты вот столько лет в этой теме и понимаешь, какую ересь вообще несут эти люди, казалось бы, к которым ты приходишь для того, чтобы, да, там, поправить свое здоровье, но в итоге ты понимаешь, что лучше к ним не ходить, да, и лучше делать все, чтобы себя чувствовать здоровым, да. Но мы же не ходим к врачам, в принципе, когда мы чувствуем себя здоровым, правильно? Поэтому открытие в медицине я бы, наверное, это так не назвала, это так, пояснение было книги, аннотация. Оказывается, дефицит воды в организме является причиной многих серьезных заболеваний. Вот об этом автор пишет, и там полностью раскладку дает, она достаточно такая толстенькая, да,
И вот он там говорит, как вода налаживает многие процессы в организме. И вот многие такие серьезные заболевания уходят, когда просто человек переходит на воду, на чистую воду. Там он не говорит о том, какой должна быть вода. Но мы-то с вами знаем, какими качествами должна обладать вода, которая будет близка по качествам вот нашей внутренней жидкости, из которой мы состоим. Вода, которая действительно будет являться целебной и оздоравливать нас на клеточном уровне. Итак, какую воду нужно пить? Понятно, что чистую воду, это ясно, чистую питьевую воду. Здесь речь не идет о других напитках абсолютно, ни про чай, ни про кофе, естественно, ни про алкоголь, ни какие-то искусственные напитки, которые вредят организму, помимо того, что они обезвоживают, еще и вредят. Но здесь чай, конечно, да, если вы травяной какой-то чаек заварите, не вот этот вот пакетированный, ароматизированный, да, от которого потом налет вот этот вот тяжело отмыть после того, как вы чай заварили. Конечно, чай травяной, он полезен, он несет вот пользу от вот этих вот трав, которые мы завариваем, это да, но это все-таки больше как еда. Здесь чай про вред, про обезвоживание, это вот чай, который вот в масс-маркете продается, да. Кофе. Смотрите, как нам навязали вот эту кофезависимость. Утро начинается с кофе, миллиардеры, вот эти вот, кто изобрел вот эти стаканчики с кофе, да, и вот постоянно идет реклама, реклама, реклама. То есть нам навязывают, нам показывают картинку, то есть нас обманывают, а на самом деле за этим не стоит здоровье абсолютно, наоборот, очень много серьезных последствий со здоровьем происходит, когда человек начинает пить все, что угодно, но не воду. Да, и очень много уже исследований, но медицине выгодно другое. Поэтому наша задача быть осознанными. И мы с вами есть то, что мы едим, и мы с вами есть то, что мы пьем. Да? Все, что мы поглощаем, и так мы и выглядим. То, как мы выглядим, то, как мы себя чувствуем, напрямую зависит от того, что мы вовнутрь себя поставляем. Далее, естественно, эта вода должна быть физиологически полноценной, она должна быть сбалансирована по показателям минерального и кислотно-щелочного состава. Она должна обладать оптимальным минеральным составом в ионной форме, то есть в природной форме, обогащенной минералами, которые нам так нужны. Вот как вообще эту воду приготовить, где ее взять, да, как? И, естественно, эти поиски, они уже давным-давно были, и мы с чем мы с вами располагаем, это уже готовое решение. Но здесь еще один, прежде чем к этому приступить, важный вопрос стоит раскрыть. Какую воду, мы еще поговорим про это, но и сколько воды надо пить, столько много разных мнений, что не эксперт, тот обязательно хайпанет, да, на этой теме, исходя из своих каких-то знаний, кто кого прочитал, кто где учился. И вы знаете, ну вот я тоже много где натыкаюсь в интернете, в соцсетях, в том же ТикТоке есть, да, много роликов коротких от экспертов, и вот смотришь, и вот главное харизму, знаете, включить серьезно, понятно, и мы это тоже делаем, но тем не менее, я сужу по тому своему личному опыту, который мне показал действительно, сколько мне воды нужно. И вот та формула, которую я получила здесь, в нашем коралловом клубе, да, это 30 миллилитров на 1 килограмм веса, с которой я уже работаю вот уже больше 12 лет, благодаря которой я действительно почувствовала вот то самое здоровье, да, и нормализовала многие процессы в своем организме. Я не могу не поверить в эту формулу, понимаете? Вот, то есть это доказано практикой лично моей семьи и большого количества людей в моем окружении, которым я эту информацию передала, которые приняли эту формулу. Минимум 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Кто-то говорит 8 стаканов, кто-то говорит там 3 литра, 2 литра, 1,5 литра, но мы же по-разному весим с вами, да, вот, и нельзя вот под эти стандарты, это же логично, подводить,
Поэтому вот эта формула, она очень оптимальная. И, естественно, зависит от питания. Но мы, если возьмем рацион современного человека, у него что? Много прям фруктов таких водяных, да, которые, овощей, которые содержат вот эту структурированную воду. Питание это в основном мертвое, да, жареная картошка, салаты с майонезом, грильное мясо, ну, откуда там структурированная вода, да, пирожки, пельмени. Вот. И даже если мы с вами стараемся питаться как-то более, обогащать свой рацион живым питанием, да, зеленью, там, фруктами, овощами, все равно это продуктами из супермаркетов происходит, а это уже далеко от питательного. Но хорошо хоть так, да, и, конечно, когда человек на здоровом питании, ему, возможно, меньше надо воды, когда он получает это из живой еды, да, из живого питания. Но тем не менее, из-за того, что очень много закисляющих стрессовых факторов, хотя бы 30 мл на 1 килограмм веса воды чистой питьевой должно поступать. Это минимум, меньше нельзя, больше можно. 40 мл на килограмм веса это уже будет как более такой исцеляющий момент. Да? А 30 мл на 1 килограмм веса это минимум. Далее идем. Вода сама по себе содержит основные минералы, это кальций, магний, калий, да, другие макро- и микроэлементы. В какой-то воде их больше, в какой-то меньше. Вот то, что мы с вами сейчас видим, да, вода продается, раньше она не продавалась, это было из раздела фантастики. Воду бутилированную, фильтрованную можно купить, плюс все знают, что вода, которая бежит из-под крана, она в плане чистоты желает все-таки быть лучшей, да, потому что, да, может быть, там, где ее очищают, ее более-менее контролируют на той станции, да, но она потом бежит по трубам, в каком состоянии эти трубы, там мы уже это не можем проконтролировать. И, конечно, желательно все-таки приобрести какой-то фильтр для воды, чтобы эту воду от этих вот лишних примесей очищать, да, так более надежно. Здесь, конечно, задействована тоже отдельная индустрия, но, вы знаете, как говорится, чем больше сказок, тем дороже фильтр. Здесь тоже надо включать осознанность, понимание. И, в принципе, если вы даже приобретете обычный фильтр, он тоже будет, ну, также работать, да, также хорошо очищать, хотя бы вот от этих вот, ну, примесей, то, что вода насобирает, пока она бежала по трубам. Ну, и опять же, да, не всегда все-таки ответственно подходят на вот этих вот станциях очищающих в плане, да, вот, ну, каких-то показателей. И плюс вода, конечно же, она может содержать микрочастицы гормонов, да, потому что вот эти сливы, лекарств, с промышленности очень много идет, это понятно, но это тема продавцов фильтров, да. Мы с вами знаем, что вода должна быть чистая, а все остальное уже, все, что нам нужно в плане других качеств, это сделает наш продукт, да, о котором мы сейчас поговорим. Да, и действительно, есть еще вот один такой важный показатель, окислительно-восстановительный потенциал воды, соотношение окислителей и восстановителей в воде. Так вот, чем больше закисляющих напитков человек употребляет, да, тем, соответственно, кислее его внутренняя среда. А кислая среда – это благоприятная среда для развития патогенной флоры, бактерий, это снижение иммунитета и так далее. И вот здесь вы видите, каким зарядом обладает какая вода. Вода из-под крана, то есть это вода мертвейшая. Чем больше плюс, тем она мертвее. То есть такая вода забирает энергию, понимаете, она не может дать энергию. Газированные напитки плюс 10 тысяч, ну это вообще, представьте, сколько энергии забирается из организма, когда вы употребляете какие-то газированные, еще и сладкие напитки. Вот, зеленый чай, он уже больше к живому, да, но тут надо тоже смотреть, что за зеленый чай, да, вы, я думаю, это понимаете. И далее вода, обогащенная минералами в ионной форме, доходит до минус 400 и до минус 500 и больше, да, мы знаем это.
Вот такая вода, которая обладает отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, то есть это вода живая, она как раз и поддерживает нормальную работу организма и является дополнительной энергией и антиоксидантной защитой для нашего организма. Итак, друзья, мы с вами поговорили о важности воды. Я думаю, вы поняли, насколько важно пить воду, чистую воду, и какие-то базовые качества мы с вами разобрали. Но, в принципе, мы много раз уже с вами эти качества разбирали, прям очень подробно, когда знакомились с нашими готовыми решениями. И вот сегодняшний наш эфир, он посвящен не нескольким готовым решениям, не какому-то нашему одному набору, а продукту, который действительно этого заслуживает, чтобы ему посвящать отдельный эфир. И этот продукт наш любимый Coral Mine, за которым стоит удивительная история, то, как он вообще к нам попал. Я изучала эту историю, я периодически, когда готовлюсь к какому-то эфиру, я с этим сталкиваюсь, я вот наполняюсь вот этими чувствами вдохновения, вообще радости, что мы с вами имеем вот доступ к такому уникальному продукту. Это источник полезных минеральных солей из реликтовых глубоководных кораллов Японского моря, расположенных вблизи Окинавы, острова Долгожителей. Поддерживает оптимальный уровень pH воды, регулирует минеральный баланс в организме, нормализует деятельность жизненно важных систем и органов и улучшает вкусовые качества воды. Это очень вкусная вода. И вот я сейчас немного истории, да, помимо того, что я эту пью воду вот прям так постоянно с 2009 года, каждый день, это очень редко, когда какой-то день был пропущен по каким-то, может быть, обстоятельствам, что я не пила воду с Coral Mine, но пила с другими нашими продуктами. Каждый день я пью воду с Coral Mine. И я была, то есть мне посчастливилось побывать в этой удивительной стране Окинава. Это я сейчас вот пока готовилась к презентации, нашла архив с фотографиями, несколько фотографий. Сейчас вам покажу. Удивительная красота. Такое ощущение, что ты на другой планете. Настолько там все чисто. Там такое ощущение, что максимально вот жители сохраняют вот эту естественную, девственную красоту природную. И сам воздух невероятно чистый. Какие люди, какая там блаженная обстановка, умиротворяющая такая. Там музыка везде играет, такая релаксационная, какие-то колокольчики, вы знаете, какие-то инструменты такие, которые прям успокаивают, да, и прям мотивируют только наслаждаться и радоваться жизни. И вот там как раз мы и увидели, да, вот своими глазами, где производится наш любимый продукт Coral Mine. Я это все видела, у меня это навсегда в памяти. Это такой красивый остров Окинава. Друзья, я вам всем прям рекомендую, кто еще на Окинаве не был, в своем альбоме мечты прям замечтать Окинава. Это я на Мальдивах не была, но после Окинавы я хочу вернуться только в Окинаву. На Окинаву. Вот. Нас приглашала компания мастерам, это было в подарок. Я брала дочь свою, вот вы видите здесь 23 апреля 2019 год. Это вот на одной из экскурсий по Окинаве. И мы побывали на том самом производстве, да, мы увидели все своими глазами, как производится Coral Mine, но в само производство, когда мы зашли, нам не разрешили снимать, потому что это все-таки такой процесс, да, тайный, эксклюзивный, запатентованный. Вот, мы сдали камеры, но вот то, как нас встретили, вот это предварительное перед заходом на сам завод экскурсия, где нам все объясняли, рассказывали. Друзья, это просто невероятное, да, что-то было. Руководители производства выступали, рассказывали свои истории, то есть мы получали там подарки, и я видела, с какой душой все это делается. Да, кстати, мы пробовали арбузы, выращенные на
коралловой воде, да, то есть их поливали водой из Coral Mine. Вот, и те люди, которые там работают, видно, насколько они любят свое дело. То есть, вы знаете, помимо вот этих всех ценностей в Coral Mine, для меня этот продукт после посещения вот производства, он еще наполнился такой какой-то душевной ценностью, да, то есть я поняла, что там действительно вложена душа, то есть вручную вот эти пакетики туда раскладываются, да, ну там, конечно, соблюдается на высшем уровне все качества, да, все правила производства, там очень все чистенько, идеальная кристальная чистота. Там, прежде чем нам говорили зайти вот в сам бокс, где производство, расфасовка идет, то есть люди там несколько этапов дезинфекции проходят, да, чтобы вот туда ничего не попало. Вот, поэтому там в этом плане прям стерильность. Когда мы делаем раскладку по вот этим качествам, да, воды, вы видели эту картинку уже многие из вас, ну здесь больше для новичков, да, какими качествами должна обладать вода, которая вот именно нам будет нести здоровье. Этих качеств много, но мы берем 6. Первое качество – это чистота. И я уже сказала, здесь очень важно уделять этому внимание отдельно, это другая индустрия, это индустрия фильтров, но тем не менее, да, то есть мы понимаем, что воду для использования, для приготовления воды с Coral Mine мы должны брать чистую. Воду, которую пьют окинавцы, она чистая, она проходит, они рождаются, с самого рождения пьют эту воду. Это к тому вопросу, а сколько мне воды, сколько нужно пить эту воду, а столько, сколько ты хочешь быть здоровым, да? И вот когда мы говорим о чистоте, в принципе, здесь тоже Coral Mine этот вопрос решает. Недаром его называют карманным фильтром. Просто сам по себе вот этот вот коралловый песок, он такой пористый, да, помимо того, что он обладает тем, что поставляет необходимые минералы, насыщает воду минералами в ионной форме, да, вот сам по себе коралл, он еще является очень хорошим сорбентом. И когда вы погружаете Coral Mine, вот пакетик саше в воду, то если там какие-то вредные примеси, хлорка, да, допустим, то Coral Mine связывает, то есть обезвреживает их, да, нейтрализует, то есть вода становится более безопасной. Да, конечно, нельзя брать воду из лужи, как говорится, и если там, извиняюсь, какая-то кишечная палочка, вряд ли Coral Mine с ней справится, да, это, пожалуйста, с помощью фильтров надо делать, ну, либо доверять, да, той воде из-под крана, которая бежит. Ну, думаю, многие из вас знаете, какая вода в вашем регионе. Вот, так вот, если вы бросаете Coral Mine, он в плане чистоты, он нейтрализует вредные примеси, да, то есть он их связывает. Далее, следующий показатель – это структура. Мы говорим, что вся наша внутренняя жидкость структурирована. И как раз, когда вы погружаете Coral Mine, то вода еще и становится структурированной. И уже были такие исследования, да, воду с Coral Mine замораживали, рассматривали под микроскопом, и вода замороженная, да, с Coral Mine, она такая в форме красивой снежинки. И представляете, когда вы пьете воду такую структурированную, как структурируется ваша жидкость, да? Наша жидкость внутри нас. Недаром у нас есть такая пословица, вот когда бывает, к нам приходит человек такой закисленный, ну, вернее, негативный, с каким-то негативом, да, там, с кучей болезней, там, обиженный на весь мир, там, еще какие-то претензии. Ну, и мы так говорим, ничего, попьет наши водички, просветлеет, подобреет, так и происходит. Да? Ну, он не виноват, он закисленный, у него внутри вода не структурирована. Пьет водичку, и происходит волшебство. Но, опять же, здесь надо еще смотреть. Если вам человек говорит, я не буду пить воду, у меня там изжога от вашей воды коралловой, там еще что-то, ну, значит, человек еще не готов к такому счастью, как вода с Coral Mine. Как мы говорим, может, он и бабушку там не доперевел еще через дорогу. Вот пусть еще прошагает немножечко путь, а потом, когда будет готов, тогда ему и вода коралловая подойдет. Дальше, еще следующий показатель – минерализация. Да? Так вот, что касается минерализации. Сам по себе измельченный коралл содержит порядка 70 жизненно важных микро- и макроэлементов.
кальций, магний, кремний, натрий, сера, железо, калий, фосфор, йод, фтор, бром, марганец, хром, бор, углерод, цинк, селен, платину, серебро, медь, хлор, золото, молибден. В общем, там чуть ли не вся таблица Менделеева. Недаром вот именно вот этот коралл, да, то есть кораллов-то много, но именно вот на Окинаве, там, когда ученые заинтересовались феноменом долгожителей окинавцев, да, когда увидели, что помимо того, что у них с питанием, да, все налажено, там особый вид питания, сейчас я вам подарю подарок, кстати, по этой теме, там еще и люди пьют воду особенную, да. И вот когда стали исследовать эту воду, увидели, что она проходит через этот коралл, из которых состоит, в принципе, Окинава. И добываются вот эти кораллы, что я еще забыла сказать, это, естественно, не убиваются живые кораллы, кто бы разрешил, да и не будет никогда, и наша компания это делает, да, у нас компания за экологию в первую очередь. Достается песок давно умерших миллионы лет назад кораллов, да, и этот песочек уже очищается и потом уже, да, вот в процессе производства расфасовывается по пакетикам, соблюдая все нормы производства, и потом уже доставляется нам. Вот, друзья, то есть смотрите, какая кладезь минералов, причем в ионной форме, которые так хорошо воспринимаются нашим организмом. Далее, следующее, поверхностное натяжение. О чем говорит поверхностное натяжение? Вода должна обладать низким поверхностным натяжением, она должна хорошо, легко проникать в наши клетки. Вода из-под крана, обычная вода, либо вода просто даже фильтрованная, она обладает высоким поверхностным натяжением, там доходит до 73 дин на сантиметров, а вода должна обладать, ну вот примерно 43 дина на сантиметр, есть уже приборы специальные, которые это замеряет. То есть такая вода облегчает транспорт питательных веществ в клетке и способствует выведению из организма токсинов. Только вода с низким поверхностным натяжением 43 дина на сантиметр имеет возможность проникнуть в клетку, донести все питательные вещества и вывести все необработанное, токсичное из клетки. И вода с Coral Mine как раз обладает вот таким вот поверхностным натяжением, которое оптимально для нас. Дальше, следующий такой показатель, как pH. Он должен быть от 7,5 и выше, и если вы замерите pH воды с Coral Mine, то здесь он тоже будет от 7 и выше. То есть pH воды благодаря Coral Mine повышается. И следующий показатель – окислительно-восстановительный потенциал. Coral Mine оживляет воду, то есть плюс переводит в минус. Чем больше концентрации, да, то есть меньше воды, больше коралла, естественно, этот минус будет больше. Она доходит до минус 150, зависит от исходной воды. Чем вода мертвее, естественно, тем будет меньше минус. Вода с Coral Mine, то есть сам Coral Mine улучшает окислительно-восстановительный потенциал воды. И мы с вами пьем еще и благодаря этому продукту воду живую, которая дает нам энергию, которая является исцеляющей. Вот такая волшебная водичка, которую мы с вами пьем. Да, кстати, важное дополнение. Вода должна быть теплая, 36-40 градусов. Вот утром, каждое утро я пью именно теплую водичку с Coral Mine, минимум 700 миллилитров каждое утро я пью. И вот я еще вам приготовила такие слайды, нашла эти картинки из старых презентаций, думаю, вам покажу. Кровь при обезвоживании рассмотрели под микроскопом темнопольным, и вот смотрите, да, слипшиеся столбики, да, то есть видно, что сгущенная кровь. И когда дали стакан водички с Coral Mine, потом рассмотрели кровь, вот как кровь заиграла, разделились эритроцитики, забегали, да, то есть оживление пошло, то есть это наглядные уже примеры, таких примеров много. Кстати, вот именно вот этот вот коралл, вид коралла, который на Окинаве произрастает, он по структуре схож с костной тканью человека. Он очень хорошо восстанавливает, да, вот структуру костной ткани. Вот тоже были замеры. Смотрите, тот человек, который пьет коралловую воду и не пьет коралловую воду, вот тот, который пьет, кости его, они имеют более плотную структуру, что обеспечивает их прочность при нагрузках.
то есть на уровне кости, как происходит работа в том числе. Смотрите, да, вот особенно у кого проблемы с суставами, с костями, вот особенно у пожилых людей, им воду с Coral Minds в первую очередь, друзья мои, важно советовать и рекомендовать. Да, ну и это здесь мой личный пример. Конечно, в воде с Coral Mine я могу петь дифирамбы очень много. Это моя любимая водичка, это мой любимый продукт, который действительно мне изменил жизнь в качественно мою в лучшую сторону. Я познакомилась с этой водичкой через программу очищения Коловадой. И я рада, что вот так, да, в таком вот ракурсе, потому что, в принципе, ни одно очищение без воды не пройдет. Я бы, если бы коловаду на сухую пила, я бы не получила этого результата, да, абсолютно, который я получила. А тут я еще и узнала о такой воде, правильной воде, полезной воде, стала ее пить, у меня каждая клеточка моя откликнулась, да, вот эта жажда открылась, и я с тех пор полюбила эту воду. И вообще жизнь заиграла такими яркими, классными красками. Друзья мои, действительно, вода с Coral Mine – это чудо, которое у нас есть, и мы этим чудом располагаем, да, не нужно куда-то ехать, пожалуйста, каждый может нажать две кнопочки, заказать в личном кабинете, либо сходить в офис, если он у вас есть, вам вообще повезло, и приобрести этот продукт. Мы неспроста затеяли вот этот эфир. Почему? Потому что у нас с вами акция в этом месяце на Coral Mine 5+1. Акция, которую мы давно ждали. Поэтому вот чтобы освежить вот эту любовь к воде через понимание ценности, да, вот мы проводим этот эфир, чтобы вам это передать, чтобы вы все-таки вот этих 10 дней, которые остались до конца действия акции, максимально оповестили свое окружение, что есть такой продукт, его можно заказать выгодно, да, еще, и чтобы люди обязательно запаслись. Но я не знаю, будет ли такая акция в ближайшее время еще повторяться. Судя по практике, давно такой акции не было, поэтому важно воспользоваться. О пользе воды с Coral Mine можно говорить очень много. Я все-таки хотела бы очень послушать экспертов, которые так же, как и я, очень любят воду с Coral Mine и гораздо дольше ее пьют. Вот, у них масса невероятных историй, и они сейчас с этими историями и этой любовью с вами поделятся. И первой я хочу сейчас предоставить слово. Встречайте, Марина Татьмянина. Здравствуйте! Рада приветствовать всех на нашем замечательном эфире, прекрасном вебинаре. Оля, спасибо огромное за тему сегодняшнюю, потому что мы, правда, уже давно знакомы с этим продуктом, и многие потребители наши начинали именно с продукта Coral Mine. И, знаете, вот к хорошему привыкаешь быстро и начинаешь это воспринимать как должное. То есть я уже часто говорю про какие-то другие продукты компании, говорю, о, это мой любимый продукт. Или когда расписываю людям программы, я могу не сказать про Coral Mine только лишь потому, что для меня это уже как основа основ. То есть это продукт, который стал нормой жизни, и я уже не представляю сегодня без него вообще ни одну программу, ничего. Поэтому я его воспринимаю как само собой разумеющееся. И я понимаю, что, наверное, это неправильно. Это мы давно в компании, мы уже знаем, мы любим этот продукт. И для нас он обыденность, ну, точно такая же, как почистить утром зубы или там надеть чистую одежду, да, то есть это какие-то вещи, которые стали аксиомой жизни. Но я понимаю, что не все люди так воспринимают на сегодняшний день этот продукт. И, конечно, очень хотелось бы донести именно для новичков вот эту информацию, что продукт Coral Mine – это просто база, это основа. Вы знаете, говорят, 3 кита, на которых все стоит. Вот я даже не знаю, с чем еще можно сравнить именно этот продукт. Оля рассказала сегодня замечательные вещи, фундаментальные, которые, ну, наверное, больше раскрывают именно важность воды с Coral Mine, как она работает. Но я вспоминаю себя 15 лет назад, когда я вообще не понимала, зачем что-то бросать в воду, зачем вообще пить воду правильную. Когда все детство мы прибегали с улицы домой, открывали кран, пили воду из крана и также бежали обратно гулять на улицу. Да? Когда начали продавать воду в супермаркетах, вообще никто не понимал, для чего ее покупать. Я помню очень хорошо, как
уже даже спустя какое-то время, когда я уже пила воду Coral Mine, у меня знакомый один говорил: вообще, зачем покупать воду без газов? Если я покупаю газированную воду, я хотя бы плачу за газики. А платить за обычную воду какой смысл? То есть, ну, у людей была парадигма совсем другая. И вот современный мир. Мы уже не представляем себя без фильтров, без качественной питьевой воды. Это стало нормой жизни. Поэтому, конечно, отношение к продукту Coral Mine тоже очень сильно поменялось. Мы сейчас его воспринимаем уже как какой-то действительно норма жизни, которая должна быть и важна. И все равно бывает такое, что люди ко мне обращаются и говорят: я хочу пропить коловаду. Я говорю: ну, конечно, без Coral Mine коловаду пить нельзя, да, то есть я ее не рекомендую пить. И мне иногда люди говорят: ну, если вам так надо ее продать, хорошо, я куплю, ну, типа, не обещаю, что буду пить. И вот тут меня осеняет, я понимаю, что не все понимают, насколько важна эта вода. Я 15 лет назад тоже ее начала пить только ради интереса. Подумаю, ну, надо попробовать, что это такое. Каково было мое удивление, когда прошла тяга к кофе, появилось больше энергии, ушли отечность, вот несколько лишних килограммов, там 2-3 килограмма, они ушли сразу просто на воде с Coral Mine, потому что, ну, была вот излишняя отечность, руки, ноги, да, отекали. Благодаря воде Coral Mine это все ушло. Многие уже знают мои первые результаты. Буквально через пару недель начали промываться почки. Ну, вот то, что я говорю, отечность, да, это было сразу заметно. Еще через месяц у меня промылся мой гайморит хронический, который со школы меня мучил. Все это вышло, очистилось. И моя тяга к кофе, она тоже ушла, потому что я не могла ни проснуться, ни на работу прийти без кофе, ну, вообще ничего, то есть жизни не было. Сейчас я тоже пью кофе, но это скорее больше для удовольствия, чем для тонуса, да, для энергии, для жизненных сил. Эту воду, она меня очень хорошо спасала во время беременности. Опять же, тоже я заметила вот в плане отечности, когда мне говорили, что не надо пить много воды, это вредно беременным. И я четко отследила закономерность. Если я не запиваю свою норму воды, то отечность есть в моей жизни. Если я пью норму воды, то я себя прекрасно чувствую, энергии много, все хорошо. Когда каждый раз сдавала кровь на анализ, все прекрасно, меня осматривали врачи, говорили: у тебя все хорошо, молодец, можешь идти дальше. То есть, конечно, результаты замечательные. Когда родились дети, я поняла, что вода жизненно необходима с младенчества. То есть буквально в роддоме мы уже первые капли воды с чайной ложки, с пипетки, да, давали ребенку. Когда ребенок пошел в садик, у него всегда была вот такая бутылочка с собой. Я не знаю, кто что готовит перед школой, кто-то собирает рюкзаки, дневники и так далее. У меня были куплены 2 бутылки коралловые, которые дети всегда носили с собой в школу, в садик. И для меня самым хорошим результатом было, когда наша учительница, ну, она тогда еще была воспитательницей, потом стала учительницей в школе, она сказала: что вы даете с собой Саше, потому что болеют все дети, болею я, а она все время ходит с какой-то бутылочкой, я вижу, что там что-то плавает, и при этом она никогда не болеет. Она себя всегда прекрасно чувствует, не подхватывает от нас никакие вирусы, микробы. Для меня это был тоже показатель того, что продукт работает замечательно. И вот все те функции, о которых Ольга говорила, да, впереди, что вот вода этим обладает, она как раз-таки защищает организм, тонизирует и иммунитет укрепляет в том числе. Поэтому мы этой водой пользуемся на постоянной основе. Мы получили свои замечательные классные результаты. Я, конечно, всем желаю тоже получить хорошие результаты, и чтобы вот этот продукт, который в этом месяце еще и по акции, у нас семья большая, конечно, мы никогда не покупаем одну упаковочку Coral Mine. Мы берем всегда по акции, потому что он расходуется очень быстро. И когда у меня спрашивают, сколько можно пить эту воду, я говорю: ну, это то же самое, как вот ты выехал в лес, дышишь прекрасным свежим воздухом. Сколько бы ты хотел дышать таким воздухом? Ну, наверное, всегда бы хотел дышать, да. Другой вопрос, что мы не можем уехать из городов, переселиться в лес и жить там на поселении, да. То же самое с этой водой. Как долго бы ты хотел дышать таким замечательным чистым воздухом, да, и пить такую прекрасную воду? Вот сколько хочешь, столько и пей. Пока есть возможность, пей всегда. И будешь чувствовать себя энергично, бодро, красивым, с сияющей кожей, с сияющими глазами.
Это то, что я чувствую на себе, и, конечно, это то, что я желаю каждому человеку прочувствовать тоже на себе. И тогда не станет вопрос, пить или не пить, какую воду пить и сколько воды пить, потому что организм к хорошему привыкает очень быстро и начинает уже подсказывать вам, да, то есть у меня не стоит вопрос отслеживания на сегодняшний день, сколько я выпила воды, потому что я знаю, что если я не допью свою норму воды, я тут же почувствую это сейчас. Очень быстро во рту пересыхает, очень быстро чувствуешь, что вялый становишься. Поэтому, выходя из дома, вот такая бутылочка воды всегда с собой, и даже в машине всегда с собой. И Coral Mine в каждой сумочке у нас в машине лежит, потому что это продукт номер один. Всем замечательного дня, хорошего самочувствия, бодрой энергии, тем более сейчас лето. Воспользуйтесь акцией и, конечно, почувствуйте на себе замечательные результаты от продукта Coral Mine. Всем этого искренне желаю. Марина, спасибо большое, вдохновляющая история. Я знаю, да, конечно, ты можешь очень много рассказывать и тоже отдельно эфиры только на одной своей истории проводить и посвящать это только воде с Coral Mine. Друзья, у нас с вами есть еще впереди одна удивительная история любви к воде с Coral Mine. Мы сейчас ее послушаем. Встречайте, на связи Андрей Колесниченко. Добрый вечер, друзья. Спасибо большое за информацию о воде. На самом деле, вот любил пить обычную воду питьевую еще даже до того, как познакомился с Coral Club, но уже когда познакомился, начал это делать на научной основе, да? То есть понял, почему я ее всегда любил, вот, почему можно напиться, утолить жажду именно водой. И уже рассказано достаточно много за сегодня, но, может, вот хотелось бы добавить в экстремальных ситуациях, когда помогает вода, да, то есть не просто пить ее в обычном режиме, там 2-3 литра в день, с утром, вечером между приемами пищи, это как бы, ну, это понятно, более-менее это знают уже все, во всяком случае, я вижу, сейчас уже даже клиенты, новые потребители приходят, ну, довольно подготовленная, уже эта информация есть у людей. Если, не дай бог, конечно, но человек приболел, да, бывает такое состояние, вернулся с работы, как-то знобит, как-то не очень, и понимаю, что с утра, наверное, будет нехорошо. Пакетик Coral Mine не на 1,5 литра воды, а на стакан воды. И воду сделать не комнатной температуры, а хорошо теплой, такой градусов 60-70. Постоять несколько минут под блюдечком, да, и такую воду выпить можно там 2-3 стакана за вечер. Ну вот как рукой снимает, особенно, ну важно это сделать именно вот когда только начинается какое-то недомогание. Очень часто, вот и меня лично, и многих наших клиентов спасала эта вещь. При путешествиях на машине, на автомобиле, то есть больше находитесь вы за рулем. Очень важно, чтобы была энергия, чтобы была концентрация, да, особенно на дальних переездах. Просто вы куда-то едете на автобусе или на поезде. На самолетах при дальних перелетах, я уже рассказывал друзьям, ну вот, может, повторюсь, поездки, ну, например, в Таиланд, да, там из Москвы летели, больше 10 часов, и такая, ну, знаете, уже когда поел, попил, посидел, почитал, поспал, снова поел, вот, и кажется, что уже устал и больше ты не можешь лететь, смотришь на часы, а ты летишь только 2 часа, и впереди еще минимум 8, да? То есть да, довольно тяжело физически, но при этом, если у вас есть вода с Coral Mine, если у вас есть пентакан и H500, эти вещи, это, ну, это просто волшебные, только, ну, их надо как в экстремальном режиме в 2-3 раза больше использовать, чем в обычной, вот, в будничной нашей жизни. Пользуйтесь, на самом деле очень классно работает, проверено, мы уже больше 15 лет в теме, вот, пьем сами эту воду, даем нашим детям. Пейте воду, будьте здоровы, будьте счастливы, всем удачи. Благодарю, Андрей. Да, мы тут с вами с каждым отзывом все больше и больше влюбляемся в нашу водичку коралловую. Я вижу ваши отзывы. Очень радует, что вы все любите воду с Coral Mine и пьете эту водичку, и у вас много уже своих результатов. Вот хочу зачитать отзыв от Елены Валиковой. Да, мне тоже нравится вода с кораллом. Если долго такую воду не пил, то потом, когда опять начинаешь пить, есть такое чувство, что никак не можешь напиться. У меня на ней прошла изжога, я даже забыла это слово.
какие замечательные результаты. Это знак, Лена, быть к нашей теме поближе и жить этой темой. Вот, потому что, я говорю, у меня есть истории такие интересные вот уже из наблюдений, когда говорили, у меня изжога от вашей воды, да, и все, и дальше пошел закисляться. Вот, ну и понимаешь, да, действительно, ну пройдите еще этот путь, чтобы быть готовым к этой структуризации, к этой ценности. Coral Mine надо еще, ну вообще мы говорим, коралловый клуб еще надо заслужить. Вот, ну мы, конечно, очень любим, понятно, может это пафосно звучит, но я с полной ответственностью чувствую, что могу это произносить. Благодарю за вашу обратную связь, и я вас от всей души поздравляю с таким продуктом, который у нас есть. Это главный продукт, как ни крути, все начинается с воды, концепция здоровья, основные шаги с воды. Вода – это жизнь, основа жизни. И мы с вами, благодаря такому продукту, как Coral Mine, имеем возможность легко и просто приготовить в домашних условиях воду, которую пьют долгожители Окинавы, и наслаждаться вот этими всеми полезностями. И хочу вам напомнить, что сейчас акция, да, 5+1, в Европе это редкая акция, поэтому обязательно воспользуйтесь. Ну а для новичков, вот, смотрите, да, как это выглядит, вот в таком пакетике, 10 пакетиков 1-граммовых, вот, да, и вот здесь вот измельченный коралловый песок, тот самый реликтовый коралл, который обладает вот этой ценной кладезью, о которой мы с вами сегодня поговорили. И это действительно чудо-продукт. И вот мое утро начинается с того, что я достаю вот из пакетика вот такой 1-граммовый пакетик саше. Он в виде как чайный пакетик, да, как мы пакетированные чаи завариваем, да, вот здесь вот этот пакетик, он тоже, то есть он пропускает воду через себя, и, естественно, коралловый песок не растворяется, потому что некоторые новички ждут, пока он растворится. Нет, вода проходит через этот песок и насыщается ионами вот этих минералов. Получается, как будто бы вы зачерпнули воду из-под, ну, не знаю, родника, который течет вот на Окинаве, да. Они, понятно, ее не из океана пьют, да, это источники там опресненные уже, но они проходят, эта вода проходит через кораллы и насыщается этими полезными свойствами. Я беру воду вот в таком стакане, это шейкер, здесь 700 миллилитров, это вот большой такой шейкер, и мне важно, чтобы видеть, да, сколько миллилитров. Я наливаю где-то 500 миллилитров, ну нет, 400 миллилитров воды из-под фильтра и добавляю кипятка. Ну, у многих есть такие установки, которые там уже, ну и чайники такие есть, да, которые можно там докипятить, да, ну не докипятить, подогреть воду там до определенной температуры. Мне терпения на этого не хватает. Мне проще смешать с кипяченой с горячей водой, вот чтобы она была так, я интуитивно уже это делаю, чтобы она была такая чуть горячеватая, но чтобы я ее пила с залпом, да, не останавливаясь. Бросаю 1 пакетик сюда, размешиваю нашим витастиком еще, чтобы еще лучше структурировать и еще лучше активизировать питательные вещества, и выпиваю залпом эту воду. Было время, когда еще до кораллового клуба, когда я воду не пила, была куча проблем со здоровьем, и для меня казалось, вот когда я начала вот пить воду, обучать себя, приучать себя пить воду к водному режиму, мне казалось, это очень много. Сейчас для меня это как 2 глотка. Я выпиваю, и мне еще хочется. То есть это вот, знаете, как привычка, которую нужно просто выработать, и все. И потом ты нормально просто выпиваешь. И для меня выпить 2 литра воды в день – это очень легко. Да? И вот таких вот стаканов минимум 4 в день я выпиваю. Ну, естественно, куда бы я ни пошла, я беру с собой тоже воду с Coral Mine, у меня 2-3 пакетика в день уходит, и еще допиваю воду, да, там на прогулках где-то, и там между делом тоже пью. То есть, ну, 3 литра воды у меня в день получается легко, хотя это больше даже моей нормы, чем мне нужна, да, если мы говорим про формулу 30 миллилитров на килограмм веса. Вот, поэтому, и что у меня, да, у меня организм уже капризничает. Если я чуть-чуть не допиваю, все, вот пока сейчас веду эфир, все, жажда. Вот сейчас отведу и выпью опять свои 700 миллилитров. Ну, чтобы прям так удовлетворить потребность в воде и напоиться сполна. Друзья, вот такой вот у нас был сегодня эфир.
освежили эти знания вот, о ценности воды именно с Coral Mine, и мы с вами раскрыли эту ценность. Действительно, тот продукт, который очень просто использовать и очень доступная цена, и вот это сочетание цены и качества сделали этот продукт невероятной полезностью для нас, для нашего здоровья, сделали его бестселлером настоящим, и уже давно более 5 миллионов человек по всему миру благодаря этому продукту имеют возможность пить качественную, биодоступную, структурированную воду, коралловую воду, воду с Coral Mine. Я вам желаю быть максимально здоровыми, как долгожители Окинавы. У вас для этого есть все знания, все готовые решения. Приходите обязательно на наши здоровые среды. В следующую здоровую среду мы с вами обязательно раскроем невероятно полезную тему. Присоединяйтесь на наши детокс-проекты, присоединяйтесь в наш коралловый мир и меняйте свою жизнь к лучшему, совершенствуйте качество своей жизни. До встречи на наших встречах. Пока-пока.